Very good. Devotee handmade. Просто сделано руками преданных. I'm sorry, but I have very important questions for me. Very important question. So what's the question? Спасибо. Принеси воды. What happened? Oh, Oh yes, please. They should automatically give you. Это просто не могу, потому что Я же слышу радость, мне Кертита принесут. вот, по наставлению старших предков, там был определенный момент, когда начали петь на лесинку пранаму в конце. Это не является, не знаю, корректным вопросом видимо отклонением, но тогда наставление старших предков вполне можно принять. So if the senior devotees told us to sing Rishinga Pranam in the end of the arti, so is it the right thing or it's some kind of going in the wrong direction? Like, I mean, it's not part of the... If a senior devotee asks you, then you do it. We are all under the guidance of someone. Если старшие преданные вам сказали, то вам следует это делать. Мы все находимся под чьим-то руководством. We are not going to say no. We can sing. Мы не собираемся говорить нет. Сказали петь, мы поем. The other thing is about the songs we sing. Другая вещь, которая касается тех песен, которые мы поем. We are not mechanical. Дело в том, что мы не должны делать это механически. So that every day you're going to sing this. Next day this. Next day this. Это не должно быть так, Same thing. что сегодня вы спели вот эти баджаны подряд, на следующий день опять те же самые баджаны подряд, еще на следующий день опять те же самые баджаны. It's very good if we really are feeling it and meaning it. But there are so many songs, there's a whole songbook. Это хорошо, конечно, если мы их действительно чувствуем, мы понимаем и проживаем, когда поем. Но на самом деле у нас огромные песни, мы можем песни разные. We want to have living prayers and living kirtan, living Мы хотим, чтобы наша молитва и наш киртан, наш баджан были живыми. living association, И также общество мы тоже хотим, living чтобы оно было seva. живым. Также и сева наша должна быть живой. All these things. Hare Krishna. Харе Кришна! Джай Шрила Бхакти Сундар Говиндадас Махарадж. Jai. Как это сделать, если вы How to do that if we sing the same thing every day? I don't sing the same thing every day. Но я не пою одни и те же песни каждый день. You don't, but we follow the Because I- But they follow the Asian way. standards, and this is the same every day. Старший преданный. And this was singing devotees told them. Just follow the order of When- Asia. When no one's looking and listening, you can change it. Когда никто не смотрит и не слышит, вы можете немножко изменить программу. And then say, But don't get me into too much trouble. You give me a little bit of trouble, but not too much. но не вовлекайте меня в слишком много проблем. Как, ну, немножко можете меня как бы упомянуть, но слишком меня как бы мной не прикрывайтесь. Navadip, it would vary according to who is singing and so В many things. Адвипе программа во многом зависела от того, кто поет. Кто поет, кто ведет, все было очень индивидуально. Yes, please sit down. We are humans, and we need a bit of variety in general. Мы люди, и по большей части многим из нас нужно разнообразие, мы не можем. But we have a framework. It's not that we're just going to do anything and everything. Но так или иначе у нас есть определенные рамки, границы, в которых все-таки нужно
для себя держать. Мы не должны на программе делать все, что угодно. У нас есть песни. And within that framework, we have some flexibility. Внутри этих рамок мы можем проявлять определенную гибкость. What is the framework? What is the framework? You have the arti, we have some vandanam at the beginning, some prayers and remembrance and worship at the beginning, some songs which essentially cover Guru, Vaishnava, Nitai, Gauranga, Radha, Krishna. То есть сначала арти, потом вандана, потом песни, соответственно, сначала посвященные Гуру, потом Гауранге, Нитянанде, Вайшнавам и так далее. But you have a songbook full of songs about Guru, Но у вас есть Vaishnava. целые песни, в которых Nityananda, полно Radha, песен, Krishna. посвященных и Гуру, и Кришне, и Радхе, и Кришне, и Нитянанде, и Гауранге, и всем этим. And clearly we won't sing the morning, so this, you understand also, the morning songs we're not going to sing Jeev Jago at 7 p.m. Но то же самое, как бы, если мы используем разум, мы понимаем, что не стоит петь утренние песни вечером, Udila Aruna Purabhava. Удила Аруна или Джив Джага, мы не будем петь вечером, потому что это утренние песни. And we're not going to sing in the morning the Kiva Jaya Jaya Gaurachandra, the Sandhya Arti. We have some framework. You Также know мы what- утром не будем петь Хабаджая, потому что это вечером. Вот в этом, собственно, получается. And we have the whole Sharanagati book. Maybe last time I was in Sochi and Abkhazia, I think I encouraged the devotees to try to sing the whole Sharanagati book, evening after evening after evening, to start number 1, 2, 3, 4, 5, and go through. There's 50 songs in Sharanagati. И также у нас есть целые песни Шаранагати. И мне кажется, когда я в прошлый раз был в Сочи и Абхазии, я всячески поощрял преданных петь песню одну за одной, пройти по песне Шаранагати. Там целых 15 песен. And we don't want to be just mechanical. Like you get the toy, or the devotees, and you go wind them up, and then okay, and you want to have it move. Может быть, давайте последовательно. Махарадж говорит, я перевожу очень. But we have a framework. You didn't understand? No, I didn't translate, I just didn't Oh. About the wind-up toy. Yes. То есть мы должны быть такими заводными игрушками, которые к нам кто-то подошел, такой сзади механизмом провернул Харе и Кришна. пропели все. We had a sannyasi. У нас был один саньяси, He was brilliant also. He was brilliant. он был просто удивительным человеком, прекрасным. Sometimes the devotees would want him to do like very standard things. И иногда преданные ожидали от него каких-то стандартных вещей, которые он совершал. Where are you going? I'm answering your question. I hear your voice. Oh, okay. I hear you. Я, говорит, отвечаю на твой вопрос, и ты где-то гуляешь. Ребят, давайте не будем говорить, видите, мы говорите очень отвлекательно, не могу не Anyway, this sannyasi, sometimes they wanted him to do very routine things like sitting down, give a class, very Очень часто преданные хотели от него, чтобы он делал определенные рутинные вещи, чтобы он сел, провел программу определенным образом. Они от него... Our senior, all respect him. Это один из наших старших преданных, мы с большим уважением к нему относимся. Sometimes he would say, I'm not a wind-up sannyasi. И он отвечал на это: я не заводной саньяси. Wind him up, sit him in the chair, give the class, Hari Harai, okay, bye. Я не могу просто прийти, сесть в кресло, пропеть баджаны, дать лекцию, потом Хари Харай, встать и уйти. But he had a good point, and he was a good advisor, good friend. Он был очень хорошим советчиком и хорошим другом. And Gurudev, Srila Govinda Maharaj, definitely not a wind-up guru or wind-up sannyasi. Fully alive, appropriate for the circumstances. Гурудев тоже не был таким заводным гуру, не был заводным саньяси, он всегда исходил из обстоятельств. But in the very beginning, we want to get some songs
pretty much fixed, but wherever you're going to sing 5 songs, and you have a songbook of however many. Конечно, в самом начале, когда только начинается центр, допустим, мы можем иметь какой-то набор песен, которые мы постоянно поем. Но если мы будем вечно петь 5 песен из баджанов, из песенников, в котором очень много баджанов, то это просто странно. And some songs there are different ways to sing them. И также у разных песен есть разные способы их петь, разные мелодии. Jayanila Premadana, this song. Джианила Премадхана — это песня. This song we are singing on the disappearance days of the Vaishnavas, of the Gurus. Обычно эту песню мы поем в день года Вайшнава. We are singing to the sad song. Мы поем его в таком грустном мотиве. But you can sing it also to the tune of Hari Harane Namma Krishna. If you sing it to that tune, it's a happy song. Но также мы можем его спеть на мотив Хари Харая Нама Кришна, и если в этом настроении, то это становится сразу веселой песней. And one thing is Premadama Deva Stotram. Yes, Premadama Deva Stotram. You see, they sing in the mat 10 verses every night. И также, например, при Мадхама Дева Стотрам мы поем 10 стихов каждый день. But that's always very alive because it's not the same 10 verses, so you get through to the end of the 70. Так или иначе, это очень живой процесс, потому что каждый день это разные 10 стихов. В понедельник одни 10 стихов, и так далее. And the more that you read and reread Chaitanya Charitamrita, then the more those verses of Premadama Deva Stotram, they're very wonderful because they are condensed Chaitanya Charitamrita. Чем больше вы читаете Чайтанья Чаритамриту и перечитываете ее, тем более вы становитесь способны оценить, как удивительно написано при Мадхама Дева Стотрам, как Шридар Махарадж уместил все это и как бы сделал выжимку из Чайтанья Чаритамриты. One afternoon, Keshavananda Prabhu, you all know Keshavananda, I think? Однажды днем, вы все знаете Кешавананду Прабху, так вот он. He and I and one other devotee, we were just sitting and we had the mridanga, the kartals, and we were singing the bhajans in some way in the afternoon. And another devotee who'd been around for quite a long time was so happy and said, I never sang bhajans like this, I always did out of formality. But we were just happily bouncing the bhajans off each other. Да, однажды мы сидели вместе с Кешаванандой Прабху и еще одним преданным, который к тому времени уже давно был вместе, и мы просто сидели днем, у нас были одни караталы, мриданга, мы пели втроем. И в конце этот преданный сказал, что я понял, что я никогда не пел баджан. Для меня это всегда была формальность. Но в этот раз это было так по-настоящему, что... And in Vrindavan, many times, there's him and me and 1 or 2 or 5 or nobody else, and we're singing. Во Вриндаване тоже так часто бывает, что это только я, Кешавананда, еще 1, 2, максимум 5 преданных, и мы просто поем. И все равно это очень получается живо. So we want, whether the room is full or whether, it's nice to have at least one other person, but whether the room is full or we just got 1 or 2, it's not a matter. We want to be happy to sing, feel what we're singing. У нас полный зал или там, кроме нас всего 1 человек, все равно это не имеет большого значения. Мы все равно счастливы воспевать баджаны и должны делать это в соответствующем. That song we sang yesterday, Shrita Kamala, beginning this way. That song you can sing on special days, you could think. Like Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. We don't sing that every single day. But there are days when we will sing it. This Shrita Kamala is like that. Вот эта песня Шрита Камала, которую мы пели вчера, вы можете петь ее в какие-то особые дни. То есть так же, как Джай Радха, Джай Кришна, Джай Вриндавана, не поем каждый день, а просто по каким-то особым случаям. And you have the month of Damodar, month of Damodar, Kartik month is coming in. И также месяц Дамодар, месяц Картика уже на носу. So then you've got also more wonderful things to sing. И у вас будет гораздо больше песен, которые можно будет петь. And it's not that all those songs like these, Chaitodapana and Marjanam Bhava, the songs which Bhakti-Vinod Thakur composed for corresponding to the Shikshastika, it's not that only at Kartik you can sing. We should be familiar with these.
Да, и вот эти песни, которые Бхактивинод Такур адресовал, приурочил к шикшаштакам, это мы можем их петь не только во время практики. Devotional service is a happy thing, not a setting autopilot. Преданное служение – это счастливый процесс. Это мы не должны делать это на автопилоте. And it shouldn't be where think, oh, when's it going to finish? Мы не должны думать, о, когда же это закончится. Но если нам так думать, А what if we feel, if we think that when it's gonna Give yourself a slap. Просто we'll дать help себе you. пощечину, или мы тебе можем дать, если хочешь. I shouldn't be thinking this. I should not be thinking. Я не должен так думать. Even without japa, one of the faults, and it's listed in Bhakti-Rasamrita Sindhu, one of the faults is to be chanting our japa, thinking, oh, when am I going to finish my round? Одно из оскорблений, одно из ошибочных пониманий джапы – это читать джапу и думать о том, когда же я уже читаю свои круги. это я даже не хотел сказать, I'm doing it every day. There's always room for improvement. Всегда есть возможность стать лучше. жду такого времени, когда оно уже наступит. Then you have more potential than maybe others. У тебя может быть потенциал больше, чем у многих других. And how much potential we all have. Guru Maharaj says, if we get a glimpse of the nature of ourselves, of the soul, the tiny particle, if we get a real glimpse of that nature, then we will be truly astounded. И нужно помнить о том, сколько у нас потенциала внутреннего, потому что Гурудев говорил, что если мы хотя бы частичку, если всего искорку мы поймем природу нашей души, то это произведет на нас очень большое впечатление и очень вдохновение. What to speak if we get a glimpse of Krishna, the origin, the big origin. We are so tiny. Что уж говорить, если мы обретем хотя бы частичку Кришны Према. So how much potential we have got. We are trying to follow the process to wake up that potential. Поэтому задача этого процесса, который мы следуем, в первую очередь пробудить в себе пробудить в себе этот потенциал. This is Andrei. Yes. Right? You haven't met him before. I'm told he's a new sincere seeker. Если вы не встречались с ним раньше, то это Андрей, наш новый искренний ищущий. So everybody help. Поэтому все, пожалуйста, помогите ему, если ему нуждается в чем-то. It's not that we can only hear from somebody who's a very old devotee, but for anybody who's become a devotee and following, they can all share some good advice to others. У нас нет такого представления, что говорить всегда должен какой-то очень старый и старший преданный. Каждый, кто встал на этот путь, у него есть чем поделиться с другими. So what is your advice for Andrei? Поэтому каков же твой совет для Андрея? Andrea, sorry. No, he's Андрей. Huh? We changed the name. He's Андрей. Oh. You changed the name? Yeah, but when you say for Андрей, you say для Андрея. So Oh, you change the okay, name. okay, So it's okay. very different. For Andrei. So give some advice to Andrei. Основной совет, который сразу... Tell Andrei. Андрей, основной совет. So the basic advice Есть такой is путь. Подражать. Садись поближе, тебя не слышно, по-моему. Есть такой путь подражательства. there's a way of copying. На санскрите сахаджи. In Sanskrit means Сегодня день рождения, и он ходил вот в такой футболке. Поэтому вот вы просто вот в следующий раз видите, он в такой футболке в день рождения. наоборот, там Найдите по-правому другую. Вот с этого начнете, и пойдет у вас моя духовная практика. Вот это вот самая моя, на вам сейчас. You're talking about that they
the same T-shirt. So he's like, if you're gonna do Mahaprabhu, then maybe you get something. Я ради Okay. Андрея майку такую сделал, чтобы... Yes, good advice. Хороший совет. Vasudev, please give some advice to Andrei. Васудев, теперь твоя очередь дать какой-то совет Андрею. Я бы очень хотел, чтобы всегда люди улыбались. Потому что когда... Не-не-не, сейчас не ты советы даешь, Я а тебе дают совет. This is giving them some exercise. Oh yes, why are we here? What is good about this? Сейчас Васудев тебе Я скажет. бы мог посоветовать походить, расслабиться, ничего не ожидать, просто понаблюдать. I can advise Все you само- not все само to придет. expect anything, just watch and then go step by step. No expectations. Okay, yes. And what is your advice to Andrei? Тоже майку. Добей. Наоборот, ходить, это же следовать. Совет вам. А вот Рамрай мне дает. Мой совет — слушать Рамрая. What is your advice? Вот есть старший преданный Рамрай, Не Прабху, съезжай, Махапрабху, Прабху. Махарадж. Понятно, Это совет. Его совет Всегда слушать следуем старшим преданным. Потому что мы с трудом вообще понимаем, куда идем, как слепые котята. Нужно все время сверяться, туда я иду или нет. Сейчас перевод. You didn't give any advice. No, I did. I said that you need to follow senior devotees because we are always like blind kittens, trying to. We're going somewhere, but we have no idea where we're going. So we need to like always confront senior devotees. Hare Krishna. Махарадж, Ананда Моя и Шачинандана Das Канады вам шлют поклоны. Nanda Moy and Shachinandana from Canada sending you dandatas. Oh yes, very good. I have to reply them. Мне нужно им ответить. Are you now talking with them? Окей, позвонить или как? Нет, я могу написать, вы You скажите. call them now. Можешь им позвонить. Сейчас. You call Если them. возьму трубку, то... Hare Krishna. And if they can put. Он знает, кого он не знает. Ну ладно. Ты это просто записываешь или транслируешь? Как-то нам делать. Махарадж, возможно, вам придется позвонить, у меня не получается. Я могу только написать. I can only text them. Are they watching now? Are you transmitting? Yes. So Sachinandan Prabhu, Anandamoy Devi Rasi. This message is for you, but everyone else can hear. Due to my inefficiency, I wasn't able to answer you today about your question for the Israel Veda Life program, but I will tomorrow. I'll get that opportunity. In the meantime, you can see the wonderful devotees here in Sochi. We've got a beautiful community. Every day some different devotees and some of the same devotees are visiting. And we're remembering you both always, and of course especially now, because I just heard that you are in touch and on the line. So please excuse, I'll answer you tomorrow about the dates. And in the meantime, the devotees here are happy to remember you, and we are all looking forward to the next pilgrimage and the pilgrimage afterwards, and many are going to look forward to the Himalayan pilgrimage, Sachinanda Prabhu. So all are remembering those journeys. Actually, yesterday we went in the mountains and the devotees are asking about the Muktinath pilgrimage. So you are close at heart, Dandavat, and to all the other devotees. Then you sharing not only with us, but we're remembering everywhere in the world, but especially today, yesterday, recently, remembering our Canadian section of devotees, and their Sachinandan Prabhu, native Canadian, holding the flag for Canada and the devotees. And they all speak Russian.
talking amongst themselves. So I'm with you, they're talking amongst themselves. So any question from anybody, this side of the room? You are doing puja every day? You are cooking and offering to Mahaprabhu? Do you have any questions? Есть какие-то вопросы? No? Okay, no problem. Может, касаемо служения? Tomorrow, I think we are here tomorrow. If you can put on your phones, you put Brahma Samhita on your phones. Так как завтра мы еще, скорее всего, здесь, я хочу вас попросить, чтобы вы на телефон себе закинули или скачали Брахма Самхиту. Because you probably don't have so many copies of the book, but you get Saraswati.pro, you get the Brahma Samhita. Скорее всего, у вас нет столько книг, чтобы всем раздать, но вы можете с Saraswati Pro скачать. We can read some verses of Brahma Samhita together, because it is very good for us. Мы можем прочитать несколько стихов из Брахма Самхиты, потому что это очень хорошо для нас. And Gurudev, Guru Maharaj, they expect us to be familiar with Brahma Samhita. И Гурудев и Гуру Махараджа не ожидают от нас, что мы будем знакомы с Брахма Самхитом и поближе с Шаранакти. They expect us to be familiar with Upadeshamrita, Также с Упадешамритом, with Bhagavad Gita, Бхагавад-гитой, Chaitanya Charitamrita. So, at different times you can try to make yourselves familiar with these books in your daily program. В разное время вы можете также использовать эти книги в своих программах. То есть вы можете периодически их читать, дополнительно к тому, что и так читаете. And familiar with the teachings of Guru Maharaj, the teachings of Gurudev. This comes from their books. И также напоминать себе о обучениях Сиддхарты Махараджа и Гурудева посредством их книг. Их тоже можно изучать. And in your daily life, you see today we are going here, but so many things to listen to, but try to listen consistently. Сегодня вот мы по разным местам ездили, ходили, и вы могли заметить, что я слушал что-то. Это очень хорошо, но самое важное — слушать что-то постоянно. When we pick up a book, it's not we just pick up any book and open any page. Что касается книги, то мы обычно берем книгу, открываем ее в любом месте и читаем. So also the talks of Gurudev, the talks of Guru Maharaj have some structure. They're transmitting, telling us something, giving us a specific message. Также и в лекциях Гурудева есть определенная структура, определенная последовательность, которая нас следует. And sometimes, and this actually on several occasions, you'll hear Gurudev saying at the beginning of a talk, I've been wondering how to say this to you, but what I want to say is this, and then he spends a talk like addressing some point of devotional service. И можем слышать в некоторых его лекциях, часто он говорит, в самом начале он говорит, я долго думал о том, как же вам рассказать об этом, и вот сейчас мне пришла идея, и я готов с вами поделиться. So we want to try to hear that lecture from beginning to end, and not just as a background sound, but try to give attention to what is Поэтому мы должны being said. по-хорошему внимательно прослушивать эти лекции с самого начала до конца. Не просто слушать их фоном и выхватывать какие-то части, а с самого начала до самого конца. And you young ones, И вы достаточно молоды, young ones, you can learn English. а молодежь может учить английский. Because Gurudev and Guru Maharaj, they spoke in English. Потому что и Гурудев, и Гуру Махарадж не говорили на английском. And they carefully spoke in English. И они достаточно осторожно, на понятном языке очень. And everywhere we know that translation is interpretation. Мы знаем, что любой перевод — это интерпретация. And inevitably there's some change of mood, something must be a little bit changed according to the translator.
И всегда в зависимости от переводчика происходит определенное изменение настроения, какое-то искажение с того сообщения, которое пытается донести лектор. So, for the older ones, А что касается we, взрослых, we have the translation, so that is good. But I'm saying good, better, best. And for the young ones who really want to catch more and more, it is good to learn English. для старших у нас, конечно, есть перевод, но молодежи я всем рекомендую учить английский, потому что перевод это хорошо, но может быть лучше и еще лучше. But at the same time, the whole essence is savor. Но в любом случае основой всего, сутью всего является служение, сила And heart-to-heart transaction. и передача от сердца к сердцу. We had a devotee from Hungary staying in Chaitanya Saraswati Math in Navadip at one time. У нас был один преданный, который из Венгрии, который какое-то время останавливался в Чайтанья Сарасвати Матхе в Навадвипе. He literally did not know how to say yes and no. Он буквально даже не знал, как сказать «да» или «нет». Da or нет. I know more Russian than he knows. Я знаю больше русского, чем он знал английского. But Gurudev was happy with him. Но Гурудев был очень счастлив. So it's not that we have to learn English. Это, я не могу сказать, что мы обязаны учить английский. But for those who are young and have got capacity, I feel it is good advice. Но те, кто молодые, у кого есть способности, я считаю, что это очень хороший совет. Because Srila Prabhupada, Srila Sridhama, Srila Govindamata, all in English language. Потому что и Transmitting. Шрила Прабхупада, и Шрила Гурудев, и Шрила Шридар Махарадж, все они говорили на английском языке. I'm thinking of the young ones here. Я, конечно, по большей части думаю о молодежи, которая здесь присутствует. Mahaprabhu had his birthday today. Now he's feeling very old. He's a year older than yesterday. Махапрабху сегодня день рождения, и с сегодняшнего дня он чувствует себя очень старым. Откуда вы знаете? Oh, you look a year older than yesterday. Ты выглядишь целый год старше, чем вчера. Я почувствовал старость. Не двигайтесь. Hare Krishna. Значит, тут вот вопрос, можно? Question. Yes. From the translation. Да, тут вот в прямой трансляции спрашивает Тимофей, который вчера был здесь. Yes. Каким образом при инициации дается имя и что оно несет под собой? So when Guru gives the name to the disciple during this initiation, where does this name come from? Where does this name come from? Essentially, some inspiration, some appropriate name for the nature of a devotee. Обычно это приходит посредством вдохновения в соответствии с видением природы преданного. And there is a custom, but it's not a rigid set in stone custom. That is that whatever the first letter or the first sound of somebody's birth name is, that first letter will be incorporated as the first letter of the spiritual name. Сложился такой обычай, но он совершенно не является обязательным на 100%, что то имя, с которого начинается, та буква, с которой начинается мирское имя человека, на эту же имя, на эту же букву, как правило, дается духовное, но это не всегда. But it is not exactly that it has to be that sound. Но это не обязательно должно быть так. And we saw that Gurudev changed some names of devotees too. И мы несколько раз даже видели, что Гурудев менял имена преданных. Sometimes from lower to higher, and sometimes from higher to lower. Иногда с более низкого имени к более возвышенному, а иногда наоборот. This name is too high. Your name should be. Да, например, он говорил, твое имя слишком возвышено, надо тебе что-нибудь попроще. Духовное. And the opposite. И также наоборот.
and Gurudev giving names for the devotees. And then actually it started to irritate, you can say, Gurudev. He wasn't happy when repeatedly devotees would get a name and then they say, oh, what does my name mean? И когда Гурудев давал инициации, и ему приходилось давать имена, в какой-то момент его это даже начинало немножко беспокоить, раздражать даже в какой-то мере. Потому что сразу после инициации преданные начинали спрашивать, и что значит мое имя? Because a name, there's a mood behind a name, there's some feeling behind a name. And when there's a sweet name of Krishna, for a particular mood of Krishna, then it's Krishna's name as a naughty boy. It's just Krishna's name. And then to analyze the word rather than just accept it's a very happy name. Then Gurudev sometimes, but not always, kind of, why you want to know the meaning? It's such a nice name. Иногда Гурудев давал кому-нибудь очень замечательное, какое-нибудь красивое имя Кришны, такое сладостное и счастливое, и он немножко не понимал, когда преданные хотели проанализировать, понять природу этого имени. Он просто спрашивал, зачем тебе это? Ты не можешь просто принять, у тебя такое прекрасное имя. But Gurudev was very understanding. He knows devotees want to know what does my name mean. Но в то же время, как в большинстве случаев, Гурудев был понимающим человеком, и он. And he was also understanding about some names which are very nice names. They don't sound good in another language, in Spanish or in Russian, some name which is actually perfect, or in the English also. There's some name which is perfect name, but in the local language it doesn't have a good impression. Но Гурудев также еще был очень понимающий в таких вопросах, если вдруг он давал имя, а оно как-то неприятно звучало на этом языке, на испанском, на английском или на каком-то, и тогда он мог поменять. То есть если оно на санскрите звучит прекрасно, а на этом не очень, тогда он мог поменять. And Timothy, you are young, you are 15 years old, you have a good vocabulary, you know quite a lot of English words. You practice a little bit, you will be happy to utilize your bright young brain for learning English. Для тебя, Тимофей, конкретный совет, что ты еще молод, и у тебя есть все возможности, и уже достаточно хороший словарный запас. Поэтому, если ты будешь практиковать, учить английский язык, то в итоге ты будешь очень счастлив своим результатом. And then you can use your bright young brain to learn Bengali. И тогда ты сможешь, после этого ты сможешь использовать свой ясный молодой ум для того, чтобы учить бенгали. We need a new generation, the new generation of bright, young, serious devotees. Серьезных, молодых, ярких преданных. And we are very happy when we see devotees, young devotees, blossoming and sincere and progressing. We are very happy. We want success for everyone. And success when somebody can start their young life in the direction. We know it's so valuable. Мы очень счастливы, когда видим, что приходят совсем молодые преданные, как они расцветают, как они вкладывают все свои усилия в практику, потому что мы хотим успеха в духовной жизни для каждого. And we know it is much more difficult to learn things the older you get. И мы знаем, что чем старше ты становишься, тем сложнее учиться новому. So please excuse my few Russian words. Поэтому, пожалуйста, извините, что I know you're all saying you learn Russian. Yes, okay. Что я знаю всего парочку русских слов, потому что вы можете мне сказать, ну учи тогда русский язык. But I know if I were to learn Russian, maybe I can talk about the weather or the shopping or something, but not so easy to talk about subtle things, which is what spiritual life is. That's difficult to express in your own language, what to speak of. Getting the nuances, the subtleties of another language. Поэтому даже если бы я учил русский язык, скорее всего, все, что я мог бы сказать, это о том, что какое красивое небо и какие-то простые вещи.
Но давать лекцию и говорить об очень тонких вещах, которые ты даже толком на своем языке ты не можешь описать, говорить о них на иностранном языке, это очень-очень сложно. Hare Krishna. Махарадж. Yes. Махарадж. Yes. Махарадж. Вы сейчас, когда Тимофею говорили, использовали такое понятие, как успех в духовной жизни. Okay, when you replied to Timothy, you were saying about the success in Да, и я почувствовал такой отклик, раскрыть это понятие. Когда я узнаю, что я достиг успеха в духовной жизни, когда я стану саньяси, или когда я стану переводчиком, или когда я буду ходить в саре, I would like to know what does it mean for success. Will I understand when I become, for example, sannyasi, or when I become a translator, or when I try to wear sari? So when I get this sense of what is success? Success means when you are fully absorbed, that you've been captured, you're on the hook of Krishna consciousness and all the other things don't have any value. Успех это значит, You are home, safe and sound. поймешь, что такое успех, когда ты полностью попадешься на крючок Кришны, тогда ты будешь в полной безопасности, когда все остальное тебя перестанет волновать вообще. But I'm thinking in the case of our young aspiring devotee here, that because he's very young, I'm feeling success would be that you will be a successful preacher. You will lead the life of a devotee, capture the things that you can capture nicely and present that to others. Что касается молодого поколения, то почему я их вдохновляю? Потому что если они сейчас начнут заниматься и прилагать усилия, то из них могут получиться очень успешные проповедники, которые могут завести за собой много людей. We need another generation Нам who необходимо will be leaders and who will be able to represent things very следующее nicely. поколение, которое будет лидерами, которые смогут представлять наши идеи. You can't rely, I mean you can rely everything spiritually on the older generation, but don't forget everything's temporary in this world. So we want to cultivate nicely the young generation to be responsible, but clear in the proper conception. Конечно, можете возложить всю духовную ответственность на старшее поколение, но мы бы хотели культивировать знания молодых людей и формировать у них соответствующие навыки, чтобы они могли бы перенять эстафету. And association together means we are giving each other encouragement, support for each other's success. Что подразумевает общение, общество преданное, что мы должны друг друга поддерживать и всячески вдохновлять. We have a devotee who worked for a bank, a corporation, and very bright person. He said that working in a corporation, working in a bank, everybody is trying to push somebody else down so they can stand up, almost like blackmailing and all these things. But we, as devotees, are the opposite. We want to help everybody else. У нас был один преданный, который работал в корпорации, в банке, и он нам рассказывал, что природа работы в корпорации такова, что каждый пытается стянуть сверху для того, чтобы самому забраться на это место, то есть столкать друг друга локтями. Что касается преданных, мы придерживаемся противоположному методу, стараемся друг друга вдохновлять и помогать друг другу на пути. And after thinking of him, then I'm also thinking of other devotees in very similar situations who've told things to me and who've been victims themselves. И когда я думаю об этом преданном, то я неизбежно сразу вспоминаю еще нескольких преданных, которые абсолютно были в подобных же ситуациях, которые оказывались жертвами этих ситуаций. And who I was thinking of just now was Madhavananda Prabhu, not our Madhavananda in Sochi, but our Madhavananda from America. И я сейчас думаю о Мадхавананде Прабху, но не сочинском Мадхавананде, а американском. Что он позавидовал Махараджу. What happened to him? Oh, I mean, he worked in a bank, but then eventually he retired. Но сейчас он на пенсии находится.
And he does service all over the world. We meet him Он по-прежнему совершает служение по completely by всему миру. surprise in places. Maybe tomorrow we meet him in Sochi. И я его в самых разных местах встречаю постоянно по всему миру. Может быть, завтра мы его в Сочи встретим. But my point about that is that the regular world people want to push other people down to try to succeed. But association with devotees is everyone's trying to give assistance to others. So it's a mutual enlivening, mutual nourishment. То есть это взаимное, общение с преданными, это взаимное вдохновление, взаимное оживление. То есть мы должны друг другу помогать. And you have a very good leader. In Russia, Abkhazia, and so many places, Avadut Maharaj is a very dynamic leader. И у вас потрясающий лидер в России, в Абхазии и в многих других местах. Авадут Махарадж очень динамическая и энергичная личность. He engages directly and in a secondary way so many devotees. Он увлекает лично и через других преданных, посредством других преданных, огромное количество людей в служении. And he's expecting that the devotees will nourish each other, have programs. Он ожидает, что преданные будут вдохновлять друг друга и проводить совместные программы. And do Sankirtan, Совершать санкиртану. as we did in St. Petersburg for the festival just now. Avadut Maharaj said, he said, oh, we can't, they say, due to the laws, we can't do Sankirtan in the streets. There's nothing says we can't do it on the boat. Как в Питере, допустим, случилось. Преданные говорят, Авадут Махарадж говорит, нам сейчас закон не разрешает проводить санкиртану на улице, но никто ничего не говорил про каналы Санкт-Петербурга, поэтому у нас будет санкиртана на воде. So with the big loudspeakers and with the big kirtan, we're on the barge, the boat thing, going through the canals of St. Petersburg. На большом катере мы с большими громкоговорителями, колонками, с потрясающим огромным киртаном проехали по всему Санкт-Петербургу, по центру, по каналам. So try to find ways to, within harmony of the environment, to continue the sharing, introduction to sincere people. Оставаясь в гармонии с окружающим миром, все равно ищите различные пути для того, чтобы делиться санкиртаной, делиться посланием читания. And through so many projects that Avadut Maharaj arranges, then people get introduced to Bhagavad Gita, Chaitanya Mahaprabhu, birth and death, joy and happiness, eternal life. Авадут Махарадж через самые разные проекты по всему миру дает людям возможность соприкоснуться с Бхагавад-гитой, узнать о жизни и смерти, о радости и счастье духовного мира. Trying to find ways to bring Gurudev and Guru Maharaj and Mahaprabhu's message, ways to introduce that to the people, and then, as we are devotees, to cultivate. Once we've kind of understood it, we need to have centers like this for cultivating ourselves. Принимает огромные попытки различные для того, чтобы познакомить людей с посланием Гурудева и Гуру Махараджа. Также организовывает центры, такие, в которых мы сейчас находимся. Эти центры предназначены уже для того, чтобы культивировать. This is culture. Это процесс культивирования. Actual Vedic culture in Kali Yuga is to engage in chanting, reading, taking prasadam, associating with devotees. Ведическая культура в Кали-югу представляет собой воспевание святых имен, совместное принятие прасадов. So we are doing what we are meant to be doing with our limited energy. Поэтому какое бы ограниченное количество энергии у нас не было, мы делаем то, что необходимо. By reading our Guru's scripture, by reading the scripture, it is the advice of our Gurus in written form, so we are getting the right conception while we chant. Мы изучаем священные писания, написанные нашими учителями, и для того, чтобы
поддерживать правильное настроение воспевания, понимать его. Hence, not as a machine, but as a living human being. Опять же говоря, не просто как роботы или машины, а как живые человеческие существа. My phone can chant 24 hours a day Мой телефон может воспевать 24 часа в сутки. for 3 days 3 дня подряд, before its battery runs out. пока батарея не закончится. But what is it chanting? What is it? It is making a sound. It has no life А что inside. это за воспевание? Это просто он воспроизводит звук, в котором нет никакой жизни. So we don't want to be. I don't want to be a mobile phone. Я не хочу, не знаю как вы, но я не хочу быть мобильным телефоном. We want to be the life, living entity. Мы хотим быть живыми существами. Hare Krishna. Махарадж, а правда, что вайшнавы, они считают всех, свое окружение выше по уровню сознания, чем сами? Is it true that Vaishnavas think that the others surrounding them, they have a higher level of consciousness that they have? The pure devotees, they are very like aware of everything, so they understand what is gradation. Чистые преданные, они все понимают, и они очень хорошо понимают, что такое градация. So when you can see the whole, it's not that you're going to think that everybody, or the man in the pub and everybody, oh, they're a higher devotee than me. But they're not thinking that, like they're a higher devotee. То есть, когда чистые преданные видят полную картину, они обязательно думают таким путем, что другие выше уровня сознания, чем они. But he can see the potential in that person. Но они могут видеть потенциал этой личности. And he could be a higher devotee than me. Что он чисто теоретически может быть более возвышенным преданным, чем я. But amongst the devotees who've got some connection to the higher plane, Но среди преданных, которые обрели связь с высшим then планом, they are always seeing the sincerity of the devotees and worshipping. говорил о том, и сегодня я тоже слушал одну из лекций, Гурудев, несмотря на он прославлял настроение и искренность тех преданных, которые не принадлежали, например, к браманической линии, как Гурудев, не являлись такого уровня, но он говорил следующими словами, что искренность этих людей достойна поклонения. So we are seeing the devotee part of every devotee and seeing, yes, that is more than me. Когда мы видим в преданных их преданность, их искренность, We тогда want to have that. мы естественным образом хотим этого. Хотим это обрести. Hare Krishna. Welcome. Jai. When you are a pure devotee, you can tell me what is your mood about the other devotees. Когда станешь чистым преданным, ты мне расскажи, как ты видишь других преданных. Any pure devotees here can share? Если здесь есть кто-то, какой-то чистый преданный, можете поделиться, пожалуйста. We are looking at the pure devotees and trying to understand their mood. Мы смотрим на чистых преданных и пытаемся понять их настроение. And really, we have seen extreme humility. И на самом деле мы видели чрезвычайное смирение. But I can also say that Gurudev Srila Govinda Maharaj was very sharp to detect what is imitation and what is substantial. Но в то же время я также могу сказать, что Гурудев, помимо своей невероятного смирения, был очень внимателен и очень легко распознавал, где имитация. And my service was looking after the Western devotees, helping to look after the Western devotees. Мое служение заключалось в том, чтобы присматривать и помогать западным преданным. And sometimes Gurudev would say something about a Western devotee, like he would say something which
for me, I couldn't see it. Like, it looks like he's a good devotee, but Gurudev, like, something he immediately could understand. And of course, we always want to think, okay, whatever Gurudev says, yes, it's perfect. But in me, I hadn't seen like the other side of the devotee until after some weeks. Then I thought, oh yes, Gurudev said this. At the very first day practice. И, например, бывали такие ситуации, что приезжал кто-то из западных преданных, и Гурудев мне сразу указывал на природу каких-то из преданных, говорил мне какие-то вещи, которые я сам не способен был заметить. И, конечно, я хотел бы принимать как бы на веру и то, что Гурудев мне говорил безоговорочно, но в итоге проходило несколько недель, и я видел, что это действительно так, что преданный показывал себя с такой стороны, как Гурудев его увидел сразу. And that devotee looked, you can say, looked like good behavior and knew many slokas, many things, looking good behavior. И этот преданный даже может очень хорошо себя вести внешне, знать много разных шлок. But imitation, но попросту имитировать. As it turned out. Как в итоге оказывалось. But Gurudev saw immediately and kind of gave some warning or he pointed it out, made some mention. И Гурудев сразу об этом упоминал, всегда предупреждал меня об этом, что это имитация. Because when he sees something and we are taking care, we need to be careful and. Потому что если он видит что-то в той области, в которой мы так или иначе несем ответственность, то мы старались удовлетворить его. And at the same time, there are some devotees who don't look like good devotees. В то же самое время бывает наоборот, что преданный не выглядит хорошим преданным совсем внешне. But Gurudev giving so much affection and support. Но Гурудев был так внимателен, так нежен и так сильно поддерживал таких преданных. They may not look like bad devotees, but но они также не выглядели плохими преданными. And there are some devotees who don't look bad and don't look good. They just look not bad, not good. In other words. Также есть преданные, которые не выглядят ни хорошими, ни плохими. But Gurudev immediately that they come in, give obeisance, like from the first meeting, and I can think some devotees like this. From the first meeting, Gurudev is very affectionate, and like from the first meeting, Gurudev is like they've known each other forever. И бывало такое, что вот приходили такие преданные, которые внешне не хорошие, не плохие, и сразу с первой же встречи, как только они. From the early time, and he's so sweet. He says to me, "Yes, I know. But I don't know why." Один преданный, я с ним недавно как раз общался и напоминал ему о том, как Гурудев к нему очень нежно относился, на что он отвечал, говорит, да, я знаю, но я до сих пор не понимаю, за что. And I think that's the very point, you know. He's really a sweet, sincere devotee. И мне кажется, в этом и вся суть, в том, что он настолько искренний, что даже до сих пор не понимает. No pretension. He's just. No, he's very clear. They say in English, like an open book. Да, по-английски это называется как открытая книга, по-русски мы тоже так говорим. But Gurudev saw this from the very first moment. И Гурудев увидел это с самого первого момента, что это такая личность. And it's not that we are thinking, bad or good, but surprised to see that. And then over the course of time, we see what Gurudev saw in that person. Was something special, quite special nature of devotee. But Gurudev saw it immediately. Со временем всегда мы начинали сами замечать то, что Гурудев отмечал в самом начале, мы видели, как это расцветало со временем. So we are saying we see the pure devotees and we try to understand what they are thinking. But the fact is that they are seeing the perspective of everything. They see clearly, we see unclearly. Поэтому наш взгляд устремлен на чистых преданных, и мы пытаемся понять их настроение. Но если вкратце, то разница заключается в том, что они видят чисто, а наше видение замутнено.
And one who knows Krishna knows everything. А тот, кто знает Кришну, знает все. Bhakti-Vinod Thakur described, and I don't know, I don't exactly remember which book, maybe the Shikshamrita, it's possible, or Jaiva Dharma, one of these books, Bhakti-Vinod Тхакур упоминает Шикшамрити или, может быть, Джайвадхарги. He describes the symptoms of tamagun, Он там рассказывает о симптомах тамагуна, the mode of ignorance. умонастроения невежества. And he's listing like so many things. Он перечисляет так много разных симптомов. And then I'm reading these, and this I'm reading, and I'm thinking, what, I'm in tamagun, but I don't know this. This. And then I asked to Sagar Maharaj, who our senior devotee before. Потом я спросил у Сагара Махараджа, который тогда был старшим преданным. I asked him, I said, Maharaj, I read this description by Bhakti-Vinod Thakur about the qualities of somebody who has tamagun. Я прочитал этот список. I said, Maharaj, I'm in tamagun, but really these are how is it that Bhakti-Vinod Thakur, he knows that he's written these things when he's, clearly in such a pure position, but yet he's written these descriptions of tamagun. Помимо How того, is it? такого возвышенное положение, как он мог описать такие вещи, этот список? And he said, he thought for a second, Sagar Maharaj, he said, yes, one who knows Krishna knows everything. Он минутку подождал, подумал, потом сказал, тот, кто знает Кришну, знает все. And by the way, when I read those descriptions, it gave me a little hope. I thought, well, maybe I'm not in the lowest part of the tamagun. Когда я читал этот список, мне это немножко все-таки вселило надежду, я понял, что, может быть, я не на самой низкой ступени. We need to say yet at the end. И в конце следует сказать «пока». Hare Krishna. Махарадж, можно сказать? So what the pure devotees think and see, we have to say, well, it's inconceivable, but they can see. Потому что то, как видят, и то, что говорят чистые преданные, для нас это недостижимо, и поэтому мы должны просто принять тот факт, что они способны видеть все. Yes. Короче, когда я раньше собаку боялась, и Нарасимха меня защитила, и потом я раньше не смог пройти. Когда я раньше собаку боялась, потом я бы хотел пройти, и Нарасимха меня защитила. И собака начала злобить меня. Не любить? Любить? Я раньше злобил. Гавкалась, и потом я... Okay, so he's saying that before I was afraid of some dog, and then he's saying before I was afraid of some dog. Yes. Твоя задача в том, чтобы верить в Господа и помнить о том, что Господь находится в сердце каждого живого существа. Even the mosquito. Даже в комаре. Поэтому не убивай. Комары не находят. Как? Ее же я должна убить. These flowers are from the shop, right? Or from Эти the цветы из магазина или из леса? That other garland, which came from the forest, that was so This sweet. one from the shop. Для запаха. This one we're trying to get some food. Пытаюсь, говорит, почувствовать хоть какой-нибудь запах. But this may have come from thousands of miles away or something. Скорее всего, эти цветы приехали за 1000 миль отсюда. But it's very beautiful. Но они очень красивые. You can take a photograph of it, but you can't take a scent photograph of it. Вы можете сфотографировать эту гирлянду, но вы не можете зафиксировать ее запах. То есть сделать фотографию запаха. Krishna, Krishna, Krishna. Yes. Мне интересно для вас, что было переломным моментом, когда для вас стало Харе Кришна это все, а не какое-то все. When was the
поворотным моментом было чтение книг Шрилы Бхактивинода Свами Прабхупады. And after very short time, like 3 or 4 chapters, it was very clear that who wrote this book knew what they're talking about. It was so clean and pure and truthful. Где-то уже через 3-4 главы я понял, что та личность, которая пишет эти книги, очень хорошо понимает, о чем говорит. So you can say that was like a turning point in my mind, that somebody does know what is the purpose of our life, and here it is. Поэтому я могу сказать, что это и было поворотным моментом, потому что я был убежден, я увидел, что существует в этом мире человек, который знает, в чем смысл жизни. Really, that was a turning point. Then I basically just became vegetarian. As soon as that thing clicked inside, about what is meat and how Srila Prabhupada is describing about vegetarian, killing innocent animals, then immediately became vegetarian. Я сразу после этого прочитал то, что описывает Шрила Прабхупада об убийстве беззащитных животных, я сразу стал вегетарианцем. Without any thought, yes, I never saw like that, and then it's not like we were addicted to meat, we always thought that was... У меня не было никаких сомнений, я не могу сказать, что я был как-то привязан к мясу. Я просто думал, что это как принято, это часть нашего обеда. And tried to chant Hare Krishna as far as I could understand. И я сразу стал пытаться воспевать Харе Кришна мантру, только если. But I knew what he's telling is right, and then my actual wish was then to meet him, meet whoever wrote this book. I want to meet this person. Да, после того, как я соприкоснулся с этим, сразу во мне возникло желание, что я хочу встретить эту личность, я хочу увидеть лично того человека, который написал эту книгу. But that was 1980, and Srila Prabhupada passed away in 1977. But there was nothing in the book to say he passed away. As far as I knew, he was in America or somewhere. И так как это уже было в 1980 году, а Шрила Прабхупада ушел в 77-м, жил в Африке, в Кении. But the more I read and was reading and trying to chant and like trying to follow what is saying in the book, the more I was feeling I have to come to find this person. I need to. This is valuable. Чем больше я читал, чем больше я пытался повторять Махамантру, тем больше я понимал, что у меня просто нет выбора, мне необходимо поехать и найти эту личность. And then, so that's one kind of turning point, you can say. Это один из поворотных моментов, которые я могу сказать. But I used to work on contracts. I used to run safaris. And в другой момент у меня была такая работа, что я возил сафари. And I was between, I finished one safari and another thing, and then I had another safari after, I don't know, 2 weeks maybe, something like that. I had maybe 2 weeks free. И между сафари у меня обычно был двухнедельный перерыв, то есть я проводил сафари, потом следующее было только через 2 недели. And I visited London. И я полетел в Лондон. It was the only address in the book, and I was in Kenya. Там был только адрес, написанный в этой книге, сзади там были адреса. Я был в Кении, и я полетел в Лондон. And in London, only address in the book, I went. It was it's a famous temple actually. It's the Soho Street Temple, just off Oxford Street in London. Это очень известный храм в Лондоне. Я туда отправился, Сохо-стрит. And then I visited the Watford Manor given by George Harrison of the Beatles. А после этого я посетил вот этот особняк, который оставил для преданных Джордж Харрисон, гитарист Beatles. And then again kind of visited, and it was perhaps the third visit. Then I understood that Srila Prabhupada had passed away. Before that, I'm still thinking he's somewhere. И я еще несколько раз туда ездил, только, кажется, в третий визит в этот особняк до меня вдруг дошло, что Прабхупада ушел из этого мира. Я все это время думал, что он все еще жив. Anyhow, I then by this time, so this is 1.5 weeks has passed by, then I was due to leave. I had my ticket. I'm due to fly out of London on Wednesday. И уже прошло 1,5 недели из 2, и мне в следующий вторник нужно было улетать из Лондона.
But I went to the Сохо-стрит. there was И arti там and была then арати, discourse. там была лекция. And there, that, if you want to say like one other thing, like a specific thing, that evening I decided this is what I should be doing. Joining the temple, using my energy for Krishna. В этот самый вечер я очень ясно почувствовал, что это именно то, чем я хочу заниматься. Присоединиться к храму и задействовать все свои силы в храмовой жизни. And that evening, after that lecture, I crossed to North London on the metro and this, that and the other, and I went to the owner of the company that I was going to do the safari for. I went to his home, and all the way on the tube I'm thinking, what's my strategy? I'm going to him, and I set in my mind, I'm going to tell him the truth, that really my heart is that I'll join the temple. И в этот же вечер я отправился через весь Лондон на север к начальнику той компании, на которую я работал, где я возил сафари. И я всю дорогу думал о том, что какая у меня стратегия, что же я собираюсь делать. И я просто хотел сказать ему правду в том, что я собираюсь присоединиться к храму. But I'm not going to, I don't want to let anybody down. And if and I'm thinking he's going to be very angry that on Wednesday I'm due to go. And in my mind, I won't let anybody down, and I'll just tell him. But if you insist, I'll do the safari, I'm just